Если вы проходили Super Mario 64, то вы 100% встречались с вот этими большими каплями на первом уровне игры, которые падают прямиком из неба и иногда мешали и очень уж бесили. А еще, если вы играли в эту игру на эмуляторе, то высока вероятность, что на ваших глазах был очевиднейший баг этого эмулятора, который вы никогда не замечали. Сейчас я использую эмулятор Project C4 версии 3.0.0, и у меня стоит одна из последних на данный момент версий Gliden 64, популярного и очень хорошего плагина для отображения графики в режиме HLE. Давайте посмотрим на эту капельку внимательно. Вы видите, в чем дело? Окей, давайте я поменяю плагин на Angry Lion. Менее популярный, но тоже очень хороший плагин для отображения графики, но на этот раз в режиме LLE. Но теперь, думаю, все стало понятно. Эта текстура, очевидно, должна быть повернута по-другому, чтобы зеленая часть смотрела вниз, а синяя вверх, что выглядело так, будто это отражение уровня на капельке. Но почему-то в Gliden 4 эта текстура повернута на 90 градусов по часовой стрелке. И это не только в Gliden 4, это и в любом другом HLE плагине. Ладно, давайте попробуем другой эмулятор. Может быть, это ошибка с самим Pro 4? Вот у меня эмулятор Mupen 4 с чуть другим графическим плагином, но сути не имеет. И данный баг даже тут есть. Представляю вам эмулятор BizHawk. Туа. Это универсальный эмулятор, который поддерживает множество различных консолей помимо Nintendo 64. И тут эта фигня. Представляю вам Android-версию Mupen 4. Даже тут? Ой, да какой вообще смысл в этих ваших эмуляторах? У нас же есть ПК-порт. Нет, блять, даже в ПК-порте этот баг что-то забыл. Ладно, почему же этот баг происходит? Когда он начал происходить? Перенесемся в промежуток между 1996 и 1999 годами включительно. Вот вышла консоль Nintendo 64, и некоторые люди стали пробовать создать эмулятор для этой консоли. Как оказалось, эмулировать Nintendo 64 сложно, а с хорошей производительностью очень сложно. Прям капец как сложно. Прям как пример, вот одна из первых попыток создать эмулятор Nintendo 64. Project Unreality, вышедший в 1998 году. Этот эмулятор очень сильно лагает. Производство просто ужасное. Нормально запускать ничего, кроме всяких тестовых ромов, он особо не может. Да даже тестовые проблематичны. Но через год появился новый эмулятор под названием Ultra HLE, который был написан всего двумя разработчиками. И каким-то образом он мог эмулировать Nintendo 64 с очень хорошей производительностью на то время. Но как? Что эти два разработчика умудрились сделать, чтобы получить такую производительность? Сейчас попытаюсь все это объяснить простыми словами, но я в этой теме не прям эксперт, поэтому возможно, что где-то ошибусь. Ответом является HLE, High Level Emulation, что переводится как высокоуровневая эмуляция. А перед этим все пробовали эмулировать Nintendo 4, используя то, что мы сейчас называем LLE, Low Level Emulation, или же низкоуровневой эмуляцией. Также известна как интерпретированная эмуляция. Низкоуровневая эмуляция – это эмуляция чипов, где все выполняется инструкцией по инструкции, которые на эти чипы отправляются, что позволяет очень точно повторить реальную консоль. Но у высокоуровневой эмуляции есть один минус. С ней эмуляция графики может быть очень медленной, особенно с консолями по типу Nintendo 64. А вот у Ultra HLE был немного другой подход к этому. Основной процессор консоли по имени R4300 все еще эмулировался на низком уровне, а вот сопроцессор по имени RCP, или же Reality Coprocessor, что используется для обработки звука и графики, уже эмулировался на высоком уровне. Высокоуровневая эмуляция отслеживает высокоуровневые API вызовы для графики и звуков, которые отправляются игрой на сопроцессор, и пытается вручную у себя повторить их как можно точнее, что позволяет использовать вашу видеокарту, чтобы обрабатывать графику. Минус высокоуровневой эмуляции в том, что она не настолько точная, а также поддержку высокоуровневой эмуляции обычно необходимо разрабатывать отдельно для каждой игры, но зато она в разы быстрее низкоуровневой. И скорее всего разработчики сделали что-то не так, из-за чего текстура этой капельки неправильно накладывается, и эту ошибку умудрились повторить все остальные эмуляторы вместе с ПК-портом. А может быть дело и в самих HLE плагинах для графики? Опять же, не разбираюсь в этой теме, поэтому точно знать не могу.
Ну и как же эту проблему не замечали? Скорее всего, многие, если и замечали эту несостыковку, то, наверное, думали, что это банально баг с самой игрой. Как-никак, Super Mario 64 очень славится огромнейшим количеством различных багов и недочетов на любой вкус и цвет. А те, кто играл и на реальной консоли или LLE плагинов, где нет этой проблемы, и на HLE плагинах, где она есть, наверное, банально не обращали внимания на данную капельку. Но на данный баг все-таки недавно обратили внимание и уже очень медленно эту проблему начинают исправлять. Я сам об этой проблеме узнал из-за какого-то мема, который кинул SDRM45 в Телеграме. Если что, мем создал не он. Теперь мне очень страшно представить, сколько видео на ютубе содержит эту проблему. Если на вашем эмуляторе есть эта проблема, то для ее решения есть временный вариант. Сохранитесь, то есть сделайте save state, и загрузите его. И все. Похожая история с другими эмуляторами. На мобильном можно просто не полностью выйти из игры и потом зайти обратно.